Бахмут наш. І в цьому навіть не можна сумніватися. Эти кадры сняты возле памятника самолету МиГ-17, который находится на улице Чайковского на юго-западе Бахмута. Украинские войска по-прежнему удерживают населенный пункт и готовятся к уличным боям. Ситуация здесь усложняется с каждым днем. Российские медиа публикуют видео с окраин Бахмута, где якобы украинские солдаты обороняются в одноэтажной жилой застройке. По их информации, оккупантам приходится брать с боем практически каждый дом. Насыпайте, блядь! Насыпай, пошли! А этот ролик опубликовал глава Азова Андрей Белецкий. Здесь по позициям противника под Бахмутом отрабатывает 2-й батальон 3-й штурмовой бригады. В какой конкретно точке фронта снято видео, неизвестно. Пошла, Мальфар, пошел! Сейчас российские войска, судя по их действиям на этом направлении, пытаются взять Бахмут в кольцо. Именно поэтому они поджимают ВСУ с востока и юга. Оккупация Бахмута на данный момент основная цель Кремля. В то же время цель украинской армии – истощить силы противника. Чтобы перевести их в такую ситуацию, когда их наступательный потенциал будет исчерпан. Сейчас мы видим о том, что фактически всех вагнеровцев там сточили, и на бахмутское направление начинают выходить уже регулярные части российской армии, десантно-штурмовые войска. Следующая задача – сточить их. То есть я полагаю, что в этом и заключается основное намерение нашего командования. Скажем так, чем меньше у них живой силы и техники, тем меньше вероятность того, что их наступление будет успешным. После захвата Солидара армия РФ пытается все больше продвинуться на запад. По информации некоторых украинских источников, всю ночь бои шли в районе Благодатного, но ВСУ якобы не дали противнику закрепиться в селе. В то же время Американский институт изучения войны, ссылаясь на Евгения Пригожина, пишет о взятии села вагнеровцами. Вот деревня Благодатная. Деревня зачищена сотрудниками ЧВК «Вагнер». Z-патриоты говорят, что российские войска перешли речку Бахмутку и полностью контролируют северный путь снабжения ВСУ. Речь идет о трассе, которая идет от Лимана через Северск к Бахмуту. Но пропагандист Семен Пегов в своих сводках пишет лишь о штурмовых действиях возле Раздоловки с целью перерезать дорогу из Северска и выйти к нему с юга. В свою очередь, украинские военкоры подтверждают факт форсирования реки в районе Благодатного. По их информации, теперь российская армия пытается ударить по флангу ВСУ в Поросковеевке. На картах ресурса Deep State Благодатная отмечена как уже оккупированная. По данным этого источника, севернее Бахмута россияне атакуют села Сака и Вансети и Красную Гору. Несмотря на то, какой из сторон подконтрольна Благодатная, учитывая интенсивность боев, стоит признать, с севера пути поставок для украинской армии практически заблокированы. На северо-западе они тоже затруднены. Здесь трасса со стороны Славянска простреливается и буквально упирается в дорогу из Северска, которая находится на линии огня. Свободной остается трасса из Константиновки. Ее оккупационные войска пока еще не перерезали. Хотя, как пишут украинские военкоры, противник близок к этому. Дорогу уже взяли под огневой контроль. Намерение российской армии отрезать трассу в районе Ивановского подтверждают и прокремлевские военкоры. Также они пишут об атаках вагнеровцев на восточных окраинах Бахмута. Если им удастся перекрыть все дороги, это значительно ухудшит положение ВСУ на этом направлении. Я не буду говорить о том, что это будет полностью все перекрыто, и это совсем они окажутся без снабжения. Но перекрытие двух основных магистралей на Константиновку и на Славянск означает крайнее затруднение снабжения той группировки, которая сейчас обороняет Бахмут. Это опасная ситуация. Если украинские войска останутся без снабжения, все пути подвоза боеприпасов, продуктов и вывоза раненых будут перекрыты, в этом случае можно говорить об оперативном окружении ВСУ в районе Бахмута. Стремление российских войск понятно, они именно хотят нам это оперативное окружение там организовать. Вот поэтому, в принципе, они и пытаются атаковать Бахмут, обходить его с севера и с юга. В
то же время многомесячные атаки на Бахмут пусть и принесли оккупационной армии некоторый успех, но стоили очень дорого. Владимир Зеленский считает, что на этом направлении Россия уже потеряла больше людей, чем в некоторых своих предыдущих войнах. Американский институт изучения войны посчитал, что только вагнеровцев было убито около 4 тысяч, примерно 10 тысяч ранено, но с потерями Москва не считается и отправляет в Донецкую область все больше людей.